Это очень интересно, но ваше понимание причин катастрофы, в нашей стране есть комиссия по расследованию причин этого крушения. В будущем, во время работы над этим делом, вы захотите ознакомиться с материалами расследования этой комиссии, или у вас есть своя комиссия? И если это так, то кто эти люди? Okay, we do rely on the investigation done by our own experts. We have engineers, we have accident reconstructionists. Расследованием занимаются наши собственные эксперты. У нас есть свои реконструкторы происшествия, инженеры, люди с богатым опытом, весьма подкованные в таких делах. Мы, конечно, изучим официальные отчеты российской стороны, но мы не делаем большой ставки на российских следователей, потому что я не уверена, что в их практике большой опыт расследования подобных происшествий. Наши эксперты изучили более 1000 подобных инцидентов, поэтому я считаю их более опытными. Кроме того, это дело будет рассматриваться в США, где наши судьи будут обращать внимание на каждое доказательство, конечно, и на российские тоже. Но отношение к доказательствам, добытыми американскими специалистами, будет немного другим, нежели к доказательствам, добытых русскими. Our evidence, at what our experts are saying. And they could also look, the judge could also take a look at the results from the investigation here in Russia, but the weight given to that evidence is not as strong as the weight that is going to be given to our investigation. You think that Вы действительно думаете, что можете помочь родственникам жертв трагедии? Yes, we can definitely help. Да, мы точно поможем родственникам жертв. Мы думаем, что мы уже начали им помогать. Мы чувствуем, что американские ведомства, американские компании, американские агентства имеют большие шансы помочь семьям. Мы не соревнуемся с российской стороной, просто считаем, что ошибка произошла в Америке, и поэтому дело находится в юрисдикции Америки и должно рассматриваться в американских судах. What we are saying is that the mistakes were committed in America, and that therefore America, the courts in the U.S. have better jurisdiction for those defendants, and therefore we can help them. And also, under the American system, к тому же размер компенсации вдовам и детям погибших в американских судах будет намного больше. For the orphans is higher, much higher. Вы имеете в виду больше, чем в России? Much higher, yes. Русские юристы могут помочь вам? Russian lawyers cannot really help in America unless... Why? Because they are not licensed to practice in the USA. Русские юристы не могут помочь в Америке, потому что у них нет лицензии работать в Америке. Вот я, например, могу работать в США, а в России не могу. Если только, конечно, нет партнеров. Вот у нас, например, здесь есть партнеры. Это адвокаты, которые представляют наши интересы. They will need to have a partner, they will need to have an American law firm. And that is the reason why also here in Russia we do have lawyers, Russian lawyers who are working with us, and we have Russian lawyers who are bringing their clients to us so that together, as a group, we will bring this lawsuit in the USA. And if Russian lawyers in future have some claims to FAA or some... Если русские юристы в будущем будут иметь претензии к Боингу или к банку Wells Fargo или к агентству авиации, они не смогут помочь родственникам погибших. This work is not so possible for Russian lawyers, and Russian lawyers can't help to relatives. That's correct. American court, Американский суд передаст это дело в Россию. This case to Russian territory. The Russian attorneys will not be able to bring a lawsuit, for example,
Русские адвокаты не могут подать иск против Агентства федеральной авиации или против летной школы. Такие дела должны разбираться в Америке, ведь все случилось на ее территории и в ее юрисдикции. The lack of supervision happened in America, and that's why American has jurisdiction. I understand. How many competitors? Хорошо. Много ли будет у вас конкурентов в нашей стране, как вы думаете? Well, usually when a plane crashes and we are faced with this tragedy, обычно, когда самолет падает и люди сталкиваются с такой трагедией, прибывают юристы из Англии, Китая, Америки. China, America. But families have to be aware that who they pick, obviously, Но семьи должны тщательно выбирать компанию. Я бы рекомендовала в таких случаях проверять лицензию юристов, стаж работы и принимать обдуманные и взвешенные решения. They have dealt with this type of situation, with the theories of liability that we are talking about, and they could make an informed decision after they meet with whoever they Спасибо за то, что нашли время, и спасибо, что представляете интересы России в Америке. Это честь для нас помочь русским. Ну и будем подводить итоги интерактивного голосования. Обратите внимание, данные говорят сами за себя. Посмотрим, что будет в итоге, посмотрим, что будет в финале этих разбирательств на территории Соединенных Штатов. Ну и будем завершать.